Ну что, привет всем! Мы наконец-то записываем Backstage. Меня зовут Вовой Владимиров, я продюсер и режиссер проекта. Меня зовут Илья Савосин, я профессиональный спортсмен в дисциплине агрессивные ролики. Самое интересное — это Backstage. Да, интересно, как это все делается. На самом деле все началось в апреле 23-го года, когда мы с Ильей встретились у него в тачке, и он предложил: давай снимем интересный профайл. Я устал просто от классических профайлов любого направления экстремальных видов спорта. И именно взять не количеством трюков, а какой-то идеей, каким-то образом. Начали! Образ клоуна был подобран уже чуть ли не за день до первых съемок. Илья был в магазине приколов. Вован, смотри, тут такие костюмы. Пират был, короче, какие-то еще всякие различные маски. Остановились мы совместно на клоуне, потому что... Моя вторая сторона — это то, что я делаю кринжовые увеселительные ролики, где я катаюсь на различных предметах, на гитарах, на баянах. Это называют обыватели клоунадой. Образ клоуна подобран именно из этих мыслей. Будем смотреть, выбирать фрагменты и рассказывать, в чем были трудности, с какими интересными ситуациями мы столкнулись во время съемок. Поехали! Первая сцена у нас: открывается гараж, я стою и набиваю ракетку. Но мы хотели изначально, чтобы я жонглировал. Жонглировать я учился 2 недели, у меня было на это, ну и, соответственно, толком я не научился за это время. Не могу даже 2 раза сделать. Вот давай здесь сейчас ты признаешься падают. мне, пожалуйста. Ну, я не тренировал жонглирование, я и говорю, поэтому мы сходу решили, что я должен набивать мячик. Я думаю, даже получилось круче, потому что ракетка красная, она сочетается с костюмом, и в целом кадр получился сочный и прикольный. И абсурдность как раз-таки вот этой ситуации, когда он смотрит на телек с шоу The Cringe, мы посчитали, что набивание на ракетке пинг-понгового мячика как раз-таки будет являться таковым. Приступаем к трюкам. Первый трюк был, как я называю это, сальто, на самом деле. Basically from this very huge stairs. I'm a little bit scary because it's not good landing. Нести флип через ступени. На самом деле Илья сделал это со 2-го раза. Это же был первый трюк, который мы, в принципе, сняли для этого проекта. И после него мы такие: а что, все настолько будет просто? Сейчас, подожди, протру вот это вот. Да. Перейдем к тест-драйву. И после этой репетиции мы поедем уже в стрит, на спот, на локацию в Дивногорске, устанавливать ее на улице. Поехали. В общем, что сказать. Удачи нам. Первые попытки вообще, скажем так, были чуть ли не на голову, и я уже начал сомневаться, то, что это вообще все возможно. Я ж клоун, типа. Мы приехали в Дивногорск, рейл уже привезли. Ребята сейчас будут расставлять оборудование. Человек с камерой. В каждой сцене мы старались внедрить спот вот в эту вот среду. Мы накидывали камней, что мы грязнили саму локацию, насколько это было возможно. Ну все, вот спот почти готов, все готовы, камеры почти готовы. Все, надеюсь, удачно все будет. Немножко подсыкивают, трюк такой. Сегодня не очень было такое приземление. Что скажете на этот счет? Все. Давай про коня, да. Конь, да, ребята, конь. Самый интересный момент этого ролика, потому что я точно понимал, что до этого никто вообще в принципе такого не делал. Я пообщался со специалистами, и мне сказали: вы вообще что себе... Ну и, собственно, мы с вами сейчас на конном двору. Вот это, кстати, наша художка, чтобы вы понимали. Под цвет травы.
просто. То есть мне отказали в реализации данной идеи, но посоветовали одну девушку, которая, возможно, будет готова за это взяться. Конь у нас огонь, его зовут Богдан. Мы обвязали коня веревкой, у нас были подводящие попытки. Чуть раньше. Неплохо. Короче, все сделаем, все хорошо будет. Наверное. Скорость надо, скорость. Сначала мы проехали на маленькой скорости, я проскользил совсем чуть-чуть, и с каждой попыткой я увеличивал проезд. Длина этого рейла 25 метров. От сих до сих. Давайте. И это было прям легендарно, это было впервые, такого никто не делал, и этот кадр очень ценный для меня. Доброе утро. 7 утра. Мы на новой локации. Илюха уже завтракает. Это, наверное, самый классический рейл, спот из всех нами представленных в ролике. Было очень много подводящих попыток захода на перилу, но именно самих проездов было 3 штуки успешных. Давай. А где здесь рэк? Следующая секция — рыбалка. Так, вот, посмотрите. Такой 8-метровый рейл через реку у нас будет. Для этой сцены мы изготовили рейл. Мы тащили эту перилу, затем устанавливали ее прямо в реку. Мы приехали туда к утру, а закончили мы часа в 4 или в 5 вечера. То есть полная смена, полный день мы потратили на съемки этого трюка. То есть трюк был сделан быстро достаточно, но для того, чтобы нам наснимать еще различных планов, различных ракурсов, нам пришлось, и Илье в том числе, пришлось несладко. На трюке было очень неприятно падать в воду. Не все так просто. Домой поедем. Сцена с КамАЗом просто. Сцена с КамАЗом. Заключительный трюк был снят с помощью 2 машин. Это воровайка и КамАЗ. Это была самая масштабная и самая дорогая съемка. Изначально я хотел перепрыгнуть КамАЗ. Но когда я увидел все это в реальности, реальные масштабы, я понял то, что если я перепрыгну с КамАЗа в пол, то я сломаю колени себе. Сложность была это скольжение по КамАЗу, потому что КамАЗ достаточно высокая машина. Ну и плюс ты говорил, что у тебя ролики стачивали. Ролики стачивались, поверхность была все равно грубый металл такой. Он прямо съедал пластмассу. Готовы? Поехали! Мы готовы, поехали. Все получилось успешно, и я считаю, что это прям очень легендарный проект. Шедеврально. Очень сильно на тот момент хотелось, чтобы он внес некий социальный эффект, чего мы, собственно, и добились, потому что люди, приходящие на занятия в наш знаменитый Спортекс, говорили: а мы видели ролик с клоуном, и мы тоже хотели бы заняться роликами.
И я считаю, что у нас все получилось. Коллега. Все, давайте, я пошел.